Ребятки, всем привет! Это новое видео с новым путешествием. Мы уже собрали вещи, выехали с предыдущей квартиры. Едем 1000 километров в город Сан-Мигель-де-Тукуман, в сторону Сальты, в сторону границы с Боливией. Поэтому приятного просмотра. В этом видео будет очень классно, крутых мест много. Приятного просмотра. Погнали! Заехали в боливийский ресторан и взяли покушать, но в дорогу. И вот эта штука, я не знаю, что это. Ну, это что-то типа, наверное, ягодного какого-то сиропа. Это настолько вкусно, вы вообще не представляете. Я думаю, это наверное, лучшее, что я... Посмотрите, какой вайп у этого рестика. Los Tres Hermanos, 3 брата. И вот такая вот штука тут везде. Короче, офигенное место. Мы уже второй раз тут кушаем. Взяли сейчас позавтракать лепешку, вот эту штуку, мега вкусную. Так что вот, и еще с собой возьмем еды и поедем сейчас дальше. Настолько офигенная. Вот просто, да, элементарно они в масле пожарили тесто. Нереально кайф, вот так вот 9 утра перед дорогой. Вообще нереально. Да, очень вкусно. Я также хотел напомнить, давайте подписываться на телеграм-канал, там все самое интересное, все самое актуальное. Подписывайтесь и следите за всеми абсолютно новостями и всеми крутыми фотками, которые мы туда выкладываем, геометки, плюс там есть крутой чатик, в котором мы постоянно общаемся со всеми, так что подписывайтесь. Появился вон там автобус с какими-то туристами, скорее всего. Мы вот заехали здесь, встали. И сейчас почешем, короче, смотреть. Нельзя делать костер, нельзя кидать желуди, нельзя на мопедах. И ветки ломать тоже не рекомендуется, видимо, поэтому не будем. Я и не планировал, но ну ладно, хорошо. А, тут типа песчаные дюны, но тут вообще не жарко. Я не знаю, походу не сезон, но температура сейчас как будто бы градусов 15, но очень сильно... холодно именно так как-то, непонятно, прохладно, короче. Это, видимо, этот парк. Я вот на фоне парка, спасибо, что посмотрели. А почему нельзя с животными, ты говоришь? А, можно? Ну, можно, конечно, что бы нельзя было. Я не знаю, ошибка это или нет, но я надел, короче, кроксы. С носочками, как нужно, как подобается истинному русскому человеку. Тапки с носком. Они уже, если что, все в песке. И вот мне интересно, насколько это ошибка. Туда идти, по ощущениям, километр, может, больше. Вот мы проверим. Вот мы хотели в поход сходить. Вот мы идем в поход. Не, вот это вообще псих. Он жрет песок, он жрет палки, камни, все, что движется. Все, что не движется, тоже жрет. Я не знаю, как он доживет до своих там, сколько ему, лет 15. Ну, посмотрим, живучий он или нет. Арабская ночь. Да. Такие странные вообще ощущения. Какие от меня следы там. Да, не, в смысле, вообще кайф. Просто как будто реально как в фильме. Вот еще одна мини-мечта сбывается. Вообще кайф. Прям очень сильно хотел бы попасть в каком-то подобном месте, где вот столько песка много. Прям, не знаю, как не в Египте, а как где столько песка много? В пустынях, о, да, в пустынях, чуть сказал, как в Египте. Ну, короче, кайф, вообще, очень круто. Посмотрите, сколько его тут, этого песка, вы представляете? Это горы огромные песка. Все истоптанные людьми. Или что вот это? Почему? Откуда столько следов? Ты прикинь, сколько людей тут ходит, столько следов. Просто гляньте, как это круто выглядит. Смотрите. Красиво, да? Жесть. Блин, тут дико круто. Просто гляньте на этот вид. Вау! Ого! Мы поднялись, и тут еще больше их. Посмотрите. Жесть. Очень красиво. Очень реально красиво все это выглядит.
Зачем? Все ноги в песке, если что, это вообще пипец. Я уже просто забил, я уже в носках. Ой. Извиняюсь. Я в воде сейчас пробежал, у меня ноги просто утонули. Фух, как же эта пустыня забирает силы. Жесть. Короче, еще одна мини-мечта исполнена. Это прям кайф. Я хочу вниз пробежать. Ну, держи, сфотай, пояс снимешь. Давай, снимай. Кайф? А теперь снимай обратно. Снимаешь? Пошли. Кто быстрее искать? Это очень тяжело. Даже ноги забились. Фу, жесть. Нельзя обратно. Тётя, на тебя подкину. Зачем так? Пока сидели, знаете, что заметили? Не знаю, будет слышно или нет, но тут гробовая тишина. Просто ни звука, ни единственного, просто даже намека на звук. Мы когда замолкаем, как будто вакуум какой-то. Это очень странно. Мы это только сейчас заметили, пока Скай звали. Не знаю, вот послушайте. Я не знаю, слышно или нет. Как раз таки не слышно, но просто ничего не слышно. Просто я не знаю, как даже с чем это сравнить, когда спишь дома ночью. Много что слышно. А сейчас вообще ничего не слышно, абсолютно ничего. Круто вообще, максимально. Я впечатлен ужасно. Кай, иди сюда. Пес, иди сюда. Как мы тебя мыть будем? Это вообще пипец. Иди сюда, Скай. Да, песок очень вкусный. У него уже ноги не держат, он уже все. Я не знаю, видно тут какой наклон или нет. Тут прям очень круто. Градусов, наверное, так... Ну, 45, да, наверное. Где-то так примерно. Ну, ему прям в кайф. Прям носится. Как ты еще не устал, братишка? Делай, просто не спрашивай, делай. Вот, просто вниз прыгай, это очень круто. Да не ссыку, ты разгонись чуть-чуть разгонись и прыгни просто. Ну это что такое? Ну это что такое? Ты можешь разогнаться? Стыдно за тебя, конечно. Хоть бы немного постаралась. Вот смотри, я сейчас до тебя допрыгнул. Смотришь? Не надо. И ноги отбил. Ставлю. Это, ой, какой коварный песок. Я прыгну и просто воткнулся в какой-то не камень, капец, как больно. Чуть ногу не сломал. Прям пяткой воткнулся. Не, это коварная фигня. Ну его нафиг, этот песок прыгать. Эй, лев, тигр, иди сюда. Давай его переназовем Аладдин. Или как эту обезьяну звали? Абу? Абу? Иди сюда. Абу, иди сюда, Скай, иди сюда. Прыгай, ты сможешь. Только не разбейся. Аккуратно только. Ой, ты куда-то разогналась, аккуратно. Ты вся в песке, Тася. Ты в машину не сядешь. Ты идешь пешком до ближайшего города и помыться тебе надо. Он близко. Надо уходить. Практически получилось. Брат, ты золото ищешь? Ну, стало интереснее. Ну, конечно, он жить остается. Вы понимали суть проблемы. Ты когда идешь по этому песку, он засыпает настолько сильно. Фух. Ноги отваливаются через 10 секунд, как только ты идешь. О, Господи, какой труд все-таки путешествовать, а? Фух. Посмотрите, какая гора. Чтобы вы понимали еще, он почему-то в некоторых местах, вот тут, он прям твердый, вот как я пятку ушиб, он прям твердый, только потом проваливается, когда уже начинаешь наступать. А в некоторых местах он прям очень сильно, как сказать, такой, как снег, короче. А в других местах он прям как бетон.
Сколько песка в кроссовке. Не видно, высыпи его. Нормально. Ой. Песчаный человек. Это получается другой песок. Другой песок какой-то притащил сюда. Смотрите, мы сидим кушаем, и это настоящая лиса бежит. Просто гляньте, офигеть. Вы видели? Вон она, вон она. Эй, подруга, иди сюда. Сидит, зевает. Контента иду делаю, смотрите, смотрите. На. Гляньте, 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 медленно иду. С картошкой фри. А тебе можно картошку фри вообще? Иди сюда, на, иди сюда. Смотрите. Лису кормлю. Чего? Лису кормлю. Какая хитрая. Раз и побежала кушать там, главное, видишь? Каналист. И, скорее всего, закаты, потому что мы к вечеру, скорее всего, доедем до половины пути, 500 километров. Спать будем на заправке, как обычно, ничего нового, поэтому продолжаем. Погнали смотреть все самое интересное на пути к... Как он называется? Сан-Мигель-де-Тукуман, город, который будет первым городом по пути в север Аргентины, и там очень много классных мест. Мы там останемся на неделю, на две и будем снимать крутой контентик делать, поэтому продолжаем. Приятного просмотра вам еще раз, погнали. Pura chacalita, te reviento esa cosa tan juicy. Prende Philip Lonnie, pon el jacuzzi. Guayándome duro, me llama papi chulo. La leche me la roba, eso bien puro. Una bellaguera con par de bichigal. Y ya le toca todas las noches a pelear. Tengo ganas de meterlo rapidito. Yo no tengo filtro, te lambe el culito. У нас просто начал троить мотор сильно. Заводится все отлично. Я не знаю, что это за фигня. Именно мотор работает, как всегда, ровно. Сзади вот такой вот белый дым. Именно белый. Он не воняет дымом. Он как будто... Такое ощущение, как будто это конденсат какой-то. Я не знаю, что это может быть. Как будто просто, как будто пар. Типа, он пердит сзади так тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Как будто мотор работает ровно, но если я нажимаю газ, то сзади больше дыма, и он как будто бы без... Я не знаю, как объяснить, но как будто он работает без этого... Как будто бы он работает без цилиндра, что ли. Но сзади прям коптит. Я не понимаю, что это за херня такая. Но двигатель как будто ровно работает. Мы остановились в этой деревне, нету интернета, холодно, машина просто сломалась. Нам начали помогать люди. Они просто видят, что, у нас проблемы. К нам подошли ребята молодые, они купили нам симку, не взяли за это никаких денег. Подошла какая-то женщина, спросила, нужна ли нам помощь. Сказала, что есть жилье. Пойдемте, почему вы здесь стоите, одни на улице ночью. И в итоге, нас поселили, просто бабушки у какой-то, у меня тут, второй дом. Такие моменты, приходит понимание вообще, насколько, люди могут быть вообще крутыми, добрыми и тому подобное. Скорее всего, не факт, что это так, но скорее всего, пробила прокладку ГБЦ, поэтому завтра, скорее всего, механик этот посмотрит,
Посмотрим, что получится из этого. Я думаю, что мы зависли в этой деревне на ближайшие несколько, возможно, дней, а то и недель. Если нету запчастей, то они будут идти. Приезжал, значит, к нам механик. Вызвали его из соседнего города, из большого. Дополнение к вчерашним моим словам, типа, прикиньте, они реально вызывают механика из просто соседнего города, чтобы он просто бесплатно приехал, посмотрел машину, и сможет ли он взяться за нее или нет. В итоге, что он сказал? Он сказал, что в целом можно попробовать сделать, потому что есть чел, который, ну, в соседнем городе в этом, с большого, откуда он, ну, как с большого, в смысле, там, может, 15 домов, а не 3. И в теории они смогут попробовать заказать детали и сделать. Если это прокладка, ну и если не прокладка, тоже могут посмотреть. Буксируем машину до этого города. Сегодня уже хороший день, солнышко. Я думаю, что окей, типа, не сейчас так, оно потом бы стрельнуло. Все делается к лучшему. Но в моменте я вчера прям сгорел. Я прям со всей силы с кулака ударил по бамперу. Короче, ладно, дальше буду рассказывать, что будет происходить, поэтому там, не переключайтесь, смотрите. La soledad acompañada es lo peor. El amor. Короче, мы едем, нас везет механик на сцепке, на тросе, ну, это полутрос, жесткая сцепка. Главное не влепиться ему в бампер. Будем так ехать сейчас 50 километров, я хз как, до ближайшего города. Надо будет очень внимательно следить, чтобы не ударить его нигде с горки. Так что вот, едем, короче. Не знаю, как все это пройдет, но едем. Следим за температурой, чтобы мы не грелись еще. Вот еще в чем прикол. Потому что у нас, скорее всего, пробита прокладка КПЦ, и если мы начинаем греться, надо будет ему сигналить и заливать воду, короче, в охлаждайку. Так что такие новости. El amor es lo más fuerte y poderoso. Esa alegría en la que hay dolor, seguridad en el que hay temores. Sin embargo. Все вроде нормально. Нас заселили в отель, довезли до города. Здесь город реально побольше, мы сняли сейчас деньги. Но, правда, в отель нас поселили, даже не спросили. И он вышел, типа, там, 2500 рублей за ночь. Мы такие, вау, типа, что-то перебор. Вот, поэтому сейчас одну ночь достанемся, походим по городу, попробуем снять, ну или найти хотя бы какой-то отель другой, где будет подешевле, там, с интернетом, чтобы на неделю забронировать, ну, в смысле, остаться в нем. Город выглядит супер контрастный, типа, вообще очень офигенно. Но я думаю, покажу в следующем видео. Это видео, наверное, пока закончим, потому что интересного пока ничего не происходит, я ничего особо не снимал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, это очень продвигает канал, буду каждому за это благодарен. Спасибо, что посмотрели, пока-пока. Чао-чао.